Зачем нарцисс вообще женится? Давайте сегодня разберемся с этим вопросом. Дело в том, что часто бывает так, что вот женщины находятся в отношениях с нарциссом, они с ними в браке, и спустя какое-то вот долгое время всех этих мучений, препирательств, они думают, а зачем он вообще женился? Я понимаю, что мне с ним лучше всего, когда его нет рядом. Каждый раз, когда мы вместе, начинаются какие-то непонятные ссоры, склоки, мы друг друга выводим просто, я не знаю, на какие-то до уровня кипения, и я просто это не выношу. И мне с ним идеальнее всего, когда мы с ним не рядом. А зачем же тогда он вообще женился? Зачем он меня добивался? Зачем он делал это предложение? Зачем он, не знаю, там, рассказывал мне про все эти планы? То есть он действительно, ему это было нужно. Он зачем-то на мне женился. И сейчас мы вот все это время, которое мы вместе находимся в браке, мы все это время боремся с чем-то, страдаем. И я уже раньше ждала, а сейчас уже даже и не жду, что что-то из этого получится. Какая, черт подери, у него была мотивация жениться на мне? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем такую очень важную тему. Почему нарциссы женятся, для чего им важно жениться, несмотря на то, что нарциссы, собственно, не способны к каким-то стабильным отношениям, им, в принципе, сложно выстраивать какие-то долгосрочные, стабильные, глубокие отношения с другими людьми. И что это за женщины, на которых женятся нарциссы? Какие женщины находятся, так сказать, в группе риска от того, что нарцисс на ней женится? Если вам эта тема интересна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Прежде всего, стоит сказать, что вообще вся судьба нарцисса вращается вокруг вот этой нарциссической травмы, травмы отвержения или непринятия. У всех людей, все мы, когда были детьми, мы в какой-то момент чувствуем, что вот есть родители, такие важные родительские фигуры, от которых зависит наша безопасность, от которых зависит вообще вот та любовь, которая есть в нашей жизни. И в какой-то момент все мы переживаем так называемая депривация. Это момент, когда ребенка оставляют одного. Ну, знаете, когда там бабушки куда-то отправили, или там в детский садик, или еще куда-то. Вот. В этот момент ребенок переживает такую травму, такую, которая должна быть у каждого человека, связанную с тем, что вот я теперь один, родители ушли, я не понимаю, что они вернутся, я оказываюсь в таком ощущении одиночества. Но, как правило, ребенок из этой вот депривации, из этой вот травмы, такого вот какого-то отвержения выходит с пониманием того, что я таки это пережил, я дождался родителей, со мной по факту ничего не случилось. И таким образом, в общем-то, начинается такой первый фундаментальный камень нашей последующей сепарации. У нарцисса с этим большие проблемы. То есть он либо изначально не получил это вот принятие от родителей, что его замечают, что он есть, что он действительно существует, не какой-то просто ребенок, потому что маме его нужно было его родить там, для родителей, а вот что прям вот это важное какое-то вот такое вот маленькое существо для мамы. Либо после вот этого вот отвержения ему как-то сложно по каким-то причинам было его принять, и он остается с постоянным таким, знаете, сомнением и тревогой, что меня могут опять вот так же оставить где-нибудь там условно в садике там, или куда-нибудь там отведут, и потом за мной не вернуться. И уже будучи взрослым человеком, он переживает вот эти вот совершенно нелогичные, но очень яркие эмоциональные переживания того, что я могу остаться один, меня могут как-то отвергнуть, и я как будто бы потеряюсь, меня не будет, потому что не будет того какого-то второго человека, который будет, не знаю, держать меня за руку, что ли. Собственно, идея отношений с другим человеком, если мы говорим о нарциссе мужчине, то идея отношений с женщиной, как и последующая идея брака, может быть такой очень нарциссической идеей. Ведь действительно, посмотрите, когда мужчина делает женщине предложение, он становится на одно колено где-нибудь в ресторане, где все смотрят, какой он делает поступок. Женщины умиляются, мужчины как бы думают, что он, конечно, красавец. Потом, значит, у них свадьба. На свадьбе он в центре внимания. Все там значимые родственники, близкие приходят, подарки дарят. Все говорят тосты, чтобы все было хорошо. То есть все эти периоды, они наполнены большим количеством нарциссического ресурса. То есть сама по себе свадьба, вот этот момент ухаживания, момент вот этого лавбомбинга, когда он очень много делает для своей женщины, чтобы как-то ее привязать. Он видит ее восхищение, он видит ее вот эти искрящиеся глаза, которые на него смотрят. Ему это все очень важно. Затем вот они женились, у них какой-то медовый месяц. Опять все им там знакомые, родственники за них радуются, им завидуют, какие вы молодцы, что вы туда вот поехали. Первые ссоры начинаются. Когда начинаются первые ссоры, опять же все близкие знают о том, что вот у них какая-то проблема, вроде такие хорошие люди, такая пара прекрасная, и вот поссорились, но все очень так, как бы, не знаю, так душевно к этому относятся. Опять же, он находится в центре внимания. То есть для нарцисса сама по себе вот эта вот идея брака, она очень сильно наполнена такими вот источниками нарциссического ресурса. Я на какой-то момент становлюсь в центре внимания своей вот какой-то семьи, своих, не знаю, на работе все знают, что я женился, мне маленький отпуск дали, все меня тоже поздравляют. То есть я нахожусь в центре внимания. То есть уже вот эти вот все вещи являются достаточным поводом для нарцисса для того, чтобы жениться. Также брак для нарцисса очень важный такой вот элемент статуса.
Дело в том, что нарциссу очень важно показывать окружающим людям, которые на него смотрят, что у него есть какой-то такой яркий, нарядный фасад. То есть, что там происходит внутри, не важно, а вот если говорить так вот вовне, то я семьянин, мы с женой, значит, поехали куда-то отдыхать, вот такое-то место, значит, на работе я всем про это рассказываю. Или мы с женой сегодня поедем за продуктами, я не могу, ребята, с вами пойти погулять, потому что я вот такой семьянин. То есть ему очень важно играть в игру, где он показывает, что вот в моей такой жизненной пьесе мы живем в такой идеальной семье. Что там происходит внутри, это как бы уже другой вопрос. Женщины часто не хотят, так сказать, выносить ссоры из избы. Кроме того, нарцисс может в своей семье выстраивать такой вот свой внутренний мир, который он хотел бы видеть вовне. То есть, грубо говоря, если я не имею достаточно власти, уважения, внимания вовне, ну, скажем, на работе я какой-то посредственный какой-то работник, среди своих знакомых я тоже не самый лучший какой-то вот не выдающийся человек, то в семье я могу устроить такой маленький тоталитаризм, где все будут от меня зависеть, сначала жена, а потом и дети, которые появятся, они все будут меня слушать, потому что я здесь хозяин, я здесь отец семейства. В обычной паре, когда мужчина и женщина вместе находятся в диадных отношениях, то есть их там двое, и вот в какой-то момент они решают масштабироваться, и они думают, что мы хотим ребенка. Вот эта идея того, что мы хотим ребенка, это начало зарождения, собственно, ребенка. То есть ребенок зарождается на этапе такого, что ли, планирования, на этапе вообще идей, которую разделяют два любящих человека, когда его еще нет. Потом, собственно, происходит зачатие, женщина ходит беременная, она начинает больше внимания обращать на себя, ее субличность матери начинает потихоньку превалировать над субличностью женщины, и задача отца, это называется отцовский холдинг, это позволить женщине не париться по поводу внешних каких-то вопросов, чтобы она могла больше внимания уделить своему материнству. И если мужчина вот заботится о женщине, знаете, все эти истории по поводу того, когда женщина попросила беременная мужчину, чтобы он где-нибудь там в ноябре принес ей персики там в 11 часов вечера, и он идет и приносит ей. Вот это вот такое немножко опереточное, но все-таки выражение этого отцовского холдинга. То есть, когда отец придерживает, так сказать, женщину для того, чтобы она могла заняться своим собственным материнством, то тогда потом, когда рождается ребенок, ни у кого не возникает вопросов, чей это ребенок. Потому что оба знают, что мы одинаково не спали, мы одинаково вложились, каждый по-своему, но в одинаковом как бы количестве. И это наш общий ребенок, и никто никого не обвиняет. В случае с нарциссом вот этого отцовского холдинга нет. В случае с нарциссом есть его женщина, которая, когда беременна, он чувствует, что она оказывается в уязвимой ситуации. Она, предположим, не может столько работать, сколько она работала. Она, предположим, идет в декрет, ее нужно обеспечивать финансово, значит, можно ее попирать, что посмотри, я вот столько работаю, а ты вот сидишь тут ничего не делаешь, просто вот беременная, тебе вообще нечем заняться. И таким образом нарцисс часто свою женщину и потом детей ставит в зависимое от себя положение, чтобы что? Чтобы получать максимальное безграничное количество нарциссического ресурса. Кто здесь самый важный? Кто здесь вообще вас всех снабжает? В чьем доме вы живете? Кто здесь вообще устанавливает правила? Я. И мне вы будете благодарны там по гроб жизни. То есть часто бывает так, что нарцисс женится еще и для того, чтобы потом выстроить себе такую дисфункциональную семью, где он будет таким вот диктатором и тираном. Вообще нарцисс, как я уже говорил, не способен к длительным глубоким отношениям, ну, если только он, скажем, не осознал в том, что у него есть эти нарциссические черты, они дезадаптивны, они разрушительны для него прежде всего, для окружающих, но для него прежде всего. И вот он идет куда-то в терапию, начинает как-то над этим работать. Как правило, нарцисс все отношения выстраивает по такому стандартному циклу контакта нарцисса. Это вначале лавбомбинг, то есть очень много, грубо говоря, лести, много внимания, формируется вот эта вот эмоциональная привязанность за счет того, что я очень много делаю для тебя, ну, чего-то такого похожего на любовь. Затем фаза обесценивания, когда я пытаюсь показать тебе, что ты для меня не так важна, как я, по идее, для тебя важен, чтобы получать нарциссический ресурс. И когда вот жертва, так сказать, уже истощена, то наступает фаза утилизации. То есть я максимально жестко начинаю себя вести и ухожу из отношений так, чтобы ушел я на своих как бы, на вот правилах, я ушел на своих условиях, чтобы не ты ушла, а вот когда вижу, что ты уже вот-вот уйдешь, я должен уйти из этих отношений и бросить таки тебя. Бывают такие ситуации, что у нарцисса, собственно, этот цикл контакта, он встроен в брак. То есть у него каждый его брак в его жизни, это одна вот такая вот лавбомбинг, обесценивание, утилизация. То есть он, в принципе, постоянно женат, у него постоянно есть семьи, у него там куча детей от всех этих браков, но каждые эти отношения, они в каждый момент времени, они несчастны. Ну, то есть несчастны для других людей, для него, в принципе, вот все нормально. Возникает вопрос, как можно так долго находиться вот в цикле контакта с нарциссом, чтобы это прямо вот вместилось в брак? То есть это же нужно, чтобы несколько лет человек находился рядом с нарциссом, испытывая на себе постоянное обесценивание. Потом, чтобы была какая-то длительная утилизация, и потом
потом только вот они разводятся. Здесь мы, собственно, возвращаемся к вопросу о том, что же за женщины, на которых женится нарцисс. Как правило, нарцисс женится на таких женщинах, у которых изначально есть проблема с самооценкой, то есть есть такая неуверенность в себе. Есть, опять же, проблема с высоким уровнем тревоги, которую очень сложно выносить. И это бывает женщины из дисфункциональных, опять же, семей, у которых есть очень много таких родительских каких-то установок, что, предположим, если ты уже вышла замуж, то нужно быть замужем и терпеть, не выносить ссоры из избы, нужно, так сказать, не разводиться, потому что мама с папой не разводились, дедушка с бабушкой не разводились, и ты, значит, сиди тут и терпи, так как и мы терпели. Либо могут быть какие-то другие там установки, например, такие, что он там бьет, значит, любит, какие-то такие вообще вычурные и уродские. Другими словами, бывает так, что нарцисс достаточно долго находится в отношениях, так что вот все-таки он женится на этой женщине, они какое-то время находятся в этом браке, у них появляются дети, и несмотря на то, что все это время он относится к женщине, ну, вот с этим вот обесцениванием, потому что фаза лавбомбинга, она обычно короткая, женщина все равно остается рядом, потому что у нее есть, ну, какая-то вот невозможность, ограничивающие факторы, которые позволяют ей выйти из этих отношений. Она не может никак их изменить, она надеется, что может быть позже он изменится, может быть сейчас появятся у нас дети, и он изменится, может быть, не знаю, там ему дадут повышение на работе, он перестанет жаловаться на свою работу и опять же изменится. Она все надеется, а на самом деле ей просто сложно признать тот факт, что она в этих отношениях страдает, но у нее нет сил, чтобы выйти из этих отношений. Поэтому, если вы замечаете, что у вас есть проблемы с какой-то нестойкой самооценкой или заниженной самооценкой, вам очень сложно как-то вот переносить уровень тревоги, связанный с какими-то возможными изменениями. Вы не можете что-то изменить в своей жизни, даже когда понимаете, ну, так вот рационально, что нужно что-то изменить, то вам, наверное, стоит обратиться к специалисту для того, чтобы как-то опереться. То есть в рамках какой-то психотерапии, в рамках, возможно, каких-то коротких консультаций, вам нужно хотя бы посмотреть, где находится эта ваша ахиллесова пята, где находится ваше это слепое пятно, из-за которого вы не видите выход из той ситуации, в которой вы понимаете, что уже не можете находиться. Чаще всего ко мне люди обращаются в ситуации, когда так жить, как я сейчас живу, я больше не могу, а как жить иначе, я не знаю. То есть вот нужно просто найти вот этот вот выход, нужно найти направление движения к дальнейшим своим изменениям. Поэтому, если вы чувствуете потребность поработать над этим, пожалуйста, пишите мне, у меня под каждым видео есть ссылки на те соцсети, где мне можно написать, мы с вами договоримся о консультации. Если вы когда-то были замужем за нарциссом, или сейчас вы замужем за нарциссом, либо у вас есть какой-то опыт, ну каких-то, там, не знаю, сестра, подруга, еще кто-то, напишите, пожалуйста, как по вашим наблюдениям, почему же нарциссы женятся, что они преследуют, какие у них выгоды от того, чтобы жениться на женщине, и почему женщины могут выходить замуж за нарциссов, даже если вот, примерно понятно с самого начала, что там будет в конце концов. Мне будет интересно ваше мнение. Если видео вам понравилось и кажется ценным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.